А потому что я больной на голову человек. У меня просто отключился мозг, и я иду на уровне рефлексов. Я не уверен даже, что я сейчас остановиться могу. Когда я пройду всю длину Кривого Рога, моя жизнь на этом закончилась. Привет, я Саша Демин, а это значит, что вы на канале «Что реально?». Периодически я испытываю себя на прочность нечеловеческими испытаниями. И сегодня я буду рисковать здоровьем в одном из моих любимых украинских городов. Я в Кривом Роге. Многие местные утверждают, что их город самый длинный в Европе и второй по длине в мире. Заявленная длина вот на официальном сайте Кривого Рога 126 километров. Но многие оспаривают эту информацию. Я хочу ее проверить и пройти Кривой Рог с самой южной его точки до самой северной. И при этом попробую уложиться в сутки. Скажу честно, многие меня отговаривали от этого эксперимента, считая эту идею слишком уж безумной и опасной. Кривой Рог действительно огромный. И в этом видео я объясню, как так вышло, что город с населением в 6 раз меньше Киева в 2 раза длиннее не только столицы Украины, но и большинства европейских городов. Я покажу, из чего состоит железное сердце Украины, и сравню его длину с другими городами Европы. Так что досмотри это видео до конца. Так как самая южная точка Кривого Рога находится на территории Ингулецкого горно-обогатительного комбината, то стартовать я буду чуть севернее, не хочу пробираться на закрытую территорию, мне как бы проблемы с законом не нужны, да и тратить на это время не хочется. На часах я хочу обратить внимание 7:04. То есть где-то в 7:04 следующего дня, я надеюсь, я уже буду на самой северной точке Кривого Рога. В общем, буду отправляться. Первый километр из 126 заявленных. Я честно скажу, надеюсь на то, что, это расстояние немного преувеличено. Потому что пройти 126 километров за сутки пешком нереально. В одном из прошлых выпусков у меня не получилось пройти за сутки расстояние в 60 километров. Тогда я шел по пересеченной местности и тратил много времени и сил на переправу через реки, распаханные поля и дебри кукурузы. В этом походе расстояние намного больше, но передвигаться я буду по городу, а значит и быстрее. Кривой Рог состоит из 7 районов. Я вообще начал свой поход с Ингулецкого района, и мне кажется, что это самый странный район, вообще, который я когда-либо видел. Он как бы разделен Широкинским районом, который даже не относится к Кривому Рогу. Да, тротуар почему-то здесь не продумали в Кривом Роге, на этой дороге. Кривой Рог как Лос-Анджелес. Это город для людей с автомобилями. Ну иначе как такие расстояния преодолевать? Я представляю, какое количество водителей уже прокляло меня, потому что я шарюсь по проезжей части. Кажется, обычная себе дорога, какая-то посадка, ничего особенного. И вот ты неожиданно попадаешь на смотровую площадку с просто потрясающим видом на озеро. Кривой Рог и его окрестности очень уж живописные, как для промышленного города. Здесь много зеленых зон, так что это просто рай для людей, которые любят экстрим и активный отдых. Не случайно тут проводятся лучшие в Украине вело- и беговые марафоны. Чтобы сэкономить время, промежуток между Ингулецким районом я решил пробежать.
Это одна из самых ужасных пробежек в моей жизни. Мало того, что сзади нелегкий портфель и квадрокоптер, а еще приходится дышать выхлопными газами машин. Чувствую, после этого видео меня будут называть криворожским Форест Гампом. И даже не потому, что я бегал вот так вот среди Кривого Рога, а потому что я больной на голову человек. Все, больше нет сил. Фу. Сделаю слева небольшой привал, мне надо снять рубашку. Благодаря своим навыкам бега я смог за 1,5 часа пройти участок меж Криворожья и вернуться в город. А как же страшно! Спустя 4,5 часа я добрался до Южного горно-обогатительного комбината, или, как его еще называют местные, ЮГОК. Вообще в Кривом Роге таких комбинатов 5. Я стартовал с Ингока и, по идее, должен закончить свой маршрут в районе самого северного, Севгока. Территория такого комбината – это почти отдельный город со своей инфраструктурой и транспортной системой. Иногда некоторые из рабочих путей комбинатов проходят прямо над дорогами и жилыми домами криворожан. Все это напоминает своей атмосферой старые фильмы про мрачное технобудущее. Кстати, вот где-то рядом со мной, наверное, километров 5, находится конечная станция знаменитого криворожского трамвая, который частично проходит под землей, прям как в метро. Мне определенно нравится Ингулецкий район. Он очень зеленый, здесь прикольная архитектура. А, 34 километра и 6 часов понадобилось мне, чтобы пройти Ингулецкий район. И вот я вхожу в Металлургический район. Прошел самый, наверное, крупный, тяжелый район и участок моего пути. Ну что, в честь этого я даже съем батончик. Кстати, в Металлургическом районе есть много прикольных мест, достопримечательностей. Например, здесь находится стадион Металлург, памятник предполагаемому основателю Кривого Рога, казаку Кривому Рогу. Самые большие цветочные часы. В общем-то, может быть, что-то из этого мне даже попадется на моем пути. Перехожу проспект Мира, а значит, я покидаю Металлургический район и перехожу в Саксаганский. К сожалению, в Металлургическом районе ничего интересного мне не попалось. Честно сказать, не очень. Ингулецкий пока топ. Вы обратили внимание, что здания и дороги в Кривом Роге имеют красноватый оттенок? Это из-за окиси железных руд, которые содержатся в грунте. Мне показалось, что особо красный именно Саксаганский район. Возможно, из-за Южного карьера. Нет, ребят, это не кадры с Марса, это все еще Кривой Рог. Таких карьеров на территории города больше 5. Все они отличаются по цвету и размеру. Чемпион среди них – Ингулецкий. Его глубина больше 400 метров, и это официально самый глубокий карьер в Европе. Чтобы полюбоваться ими, можно записаться на экскурсию. 9,5 часов прошло, 45 километров я преодолел, и дальше двигаться уже очень тяжело. Ноги болят,
я каким-то образом натер себе на спине мозоль от рюкзака. И когда потеешь, то спина просто адски печет. Знаете, я вошел в какое-то медитативное состояние ходьбы. У меня просто отключился мозг, и я иду на уровне рефлексов. Я не уверен даже, что я сейчас остановиться могу. Короче, оказалось, что я уже как с полкилометра иду в новом районе города. Я покинул Саксаганский район и вошел в Покровский район. Покровский район считается одним из самых старых районов города. Именно вроде бы как с него началась добыча железных руд в Крибасе. Ну что, ребят, поздравьте меня, я пересек отметку в 50 километров. Честно скажу, я поверить в это не могу. Но мои ноги могут в это поверить. Понадобилось мне на это чуть больше 10 часов. В принципе, я бы вложился даже в 9,5, может быть, в 9:40, но я сворачивал с пути, делал небольшие крюки, делал подсъемы, летал на квадрике, поэтому, собственно, так и вышло. Ну что, я думаю, я заслужил порцию вяленого мяса объемом 500 калорий. Привал делать не буду, хочу поспешить. Вот с этой отметки начался самый тяжелый участок пути. Каждая минута стала тянуться как час, каждый шаг ощущаться как километр, а в голову стали лезть дурные мысли. Поэтому как-то оценить Покровский район я не могу. Я вот тут понял, что лучше не останавливаться, потому что я вот решил сделать такую паузу, поменять батарейку на камере, попить воды, и понял, что ноги в этот момент сразу стали ватные, и идти дальше просто стало прям очень тяжело. Сейчас, я надеюсь, расхожусь, может, через километрик-другой опять наберу темп. Ребят, ковыляю как могу, но не могу не сказать вам радостную весть. Я покидаю Покровский район и перехожу в мой последний район Кривого Рога на сегодня – Терновский. Собственно, что можно сказать про Терновский район? Ничего я про него не знаю. И, честно сказать, даже сил нет сейчас что-то гуглить и узнавать. Я натер себе все, что мог натереть. У меня болит все, что может болеть. И, не знаю, у меня мысли уже сдаться. Очень тяжело, но я попытаюсь продолжить путь. Буду хромать в сторону выезда из Кривого Рога. Знаете, сегодня на автобусе я прочитал слоган Кривого Рога. Кривой Рог – город длиной в жизнь. И сейчас мне эта фраза кажется мрачноватой, потому что я бы не хотел, чтобы когда я пройду всю длину Кривого Рога, моя жизнь на этом закончилась. «66 километров пройдено и 15 часов пути позади». Не к добру такая цифра. Не знаю, стала себя накручивать опять и паниковать. А этому как Кривому Рогу и конца и края нет. И впереди еще идти. Я не знаю, сколько мне еще двигаться. Я просто боюсь останавливаться, потому что если я сейчас остановлюсь, мне кажется, я уже не смогу дальше идти. Все еще Терновский район. Господи, да когда же он закончится? Я уже не верю в это. Очень плохо я соображаю. Сил идти просто нет. Ноги
отнимаются. Жесть. Как же здесь темно и страшно. В общем, 17 часов пути и 76 километров пройдено. И я достиг Севгока. Вот. Пивничный ГЗК. От Севгока до северной границы Кривого Рога около 3 километров. Но так как на старте у меня была фора, плюс реальная граница никак не обозначена, то я договорился с друзьями, что они будут ждать меня у стелы с названием города. А это еще плюс 5 километров. Скажу честно, я очень пожалел об этом решении, потому что эти минуты пути стали для меня самыми страшными в жизни. Никогда еще я не испытывал такой физической боли от ходьбы. Лена, это ты, я надеюсь. Как я рад тебя видеть. Фу. О, все, я больше даже не хочу шевелить ногами. Если можно, вот подойди, сними так, я к тебе не подойду. Час 38, это, ну, сейчас, скорее всего, вылезет какой-то титр, я не могу посчитать точно, но это где-то 18,5 часов пути. Наверное, надо сказать что-то позитивное, хотя у меня из-за боли в ногах вряд ли это получится. И не получилось, поэтому вывод я записываю, вернувшись домой после поездки. Итак, у меня вышло 87 километров. Прибавим к этому 2 километра погрешности точки старта. Выходит 89. Как видите, это далеко не 126 заявленных. Тем не менее, 89 км это впечатляющее число. Я сравнил его с длиной других европейских городов. И знаете что? Кривой Рог все еще самый длинный. Ближайший его конкурент Стамбул. Его длина 84 километра. Если, конечно, считать Стамбул европейским, там, по-моему, часть на азиатской территории. Так вот, друзья, Кривой Рог удивительный город. Я считаю, что это самый лучший среди всех нетуристических городов Украины. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Ну а на сегодня все. Лайкайте, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Увидимся.